Цивилизация долины Инда, инская или харабская цивилизация, это одна из трех ранних цивилизаций Старого Света, наряду с Древним Египтом и Месопотамией, которая существовала в Бронзовом веке с 3300 по 1300 годы до нашей эры, хотя по последним данным харабская культура постоянно развивалась с 4 тысячелетия до нашей эры, с истоками еще в 5500 году до нашей эры, а начало оседлой жизни на индийском субконтиненте датируется 7,5 тысячами лет до нашей эры. Цивилизация долины Инда занимала площадь 2,5 миллиона квадратных километров, что почти в 4 раза превышало размеры ее современников в Месопотамии и Египте. В общем, культуру долины Инда нельзя рассматривать как однородную, поскольку культурные характеристики различаются, включая различные периоды. Ранний, между 3500 и 2500 годами до нашей эры, зрелый или пик развития, между 2500 и 2000 годом до нашей эры, а поздний, около 1900-1700 годов до нашей эры. Эти периоды также разделены на более мелкие, но чтобы не было путаницы и переизбытка информации, буду придерживаться основным делением. Строительство городов начинается примерно с 2600 года до нашей эры, с унификацией городских поселений, с использованием письменности весов, гражданского планирования и характерных керамических изделий. Известны такие крупные городские центры, как Хараппа, в честь которого и названа цивилизация, Мохенджо-Даро, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, Дхалавира, Ганьяревала, Ракхигархи и другие. На этом моменте отвлекусь и отмечу, что на обзор харабской цивилизации меня натолкнул ряд псевдодокументальных проектов на каналах, которые ранее не славились подобным мракобесием. На них мне указали родственники с множеством вопросов о ядерных войнах, страшных молниях, летательных аппаратах-виманах, радиоактивных скелетах и древней резне. Речь в основном шла о городе Мохенджо-Даро. Но об этом расскажу в конце видео, после описания различных сфер жизни харабцев. А для удобства зрителей, в описании и закрепленном комментарии будет тайм-код с оглавлением по темам. И кто пожелает начать просмотр с мифов и мракобесия, сможет это сделать. Но вернемся к реальной науке и фактам. Об открытии харабской цивилизации было объявлено 20 сентября 1924 года. С тех пор многие ученые и исследователи занимаются распутыванием истории этой важнейшей культурной фазы в истории субконтинента. Однако упоминания о Хараппе были известны еще с XIX века. Всего было обнаружено более 1000 населенных пунктов, главным образом в районе рек Инд и Хагар, включая города Хараппа, Мохенджо-Даро, Дхалавира, Ганьяревала, Бхиранна, Фармана, Ладхал и Ракхигархи. И только на чуть более 100 объектах были проведены систематические раскопки, что говорит о том, как много еще предстоит узнать. Около 40% обнаруженных участков, включая города Хараппа, Мохенджо-Даро и Ганьяревала, расположены на территории Пакистана, а остальные в Индии. Приграничные территории труднодоступны из-за конфронтации между этими государствами. Немало трудностей создают и националистические взгляды у представителей этих народов, которые отражаются в определенном давлении на ученых. Все хотят быть потомками самых великих предков, поэтому к некоторым источникам следует относиться с осторожностью, так как они напоминают китаецентризм. В данном обзоре представлена общая картина из различных источников с более-менее научно обоснованными интерпретациями. Раскопки, проведенные в Мехр-Гархе, Пакистан, на территории Белуджистана, исторической области на стыке Ближнего Востока и Индостана, выявили истоки харабской культуры, начиная с докерамического неолита, около 9500 лет назад. Кстати, именно из Мехр-Гархи описаны 11 пробуренных малярных коронок 9 взрослых человек,
обнаруженных на кладбище неолита возрастом от 7500 до 9000 лет, что свидетельствует о протостоматологии у представителей ранней сельскохозяйственной культуры. Как уже описано ранее, выделяется 3 этапа харабской культуры – ранний, зрелый и поздний, от развития до упадка. При этом зрелая фаза не была однородной, отмечено проявление как минимум 3 региональных вариаций. Города. У цивилизации долины Инда города имели важное значение в развитии общества. Градостроительная архитектура процветала с передовой дренажной системой. Важным новшеством была стандартизация кирпичей в соотношении размеров 4:2 и к 1, что позволило осуществлять строительство при помощи способа кладки, известной как английская кладка. Архитектура харабцев представлена их впечатляющими причалами, зернохранилищами, складами, кирпичными площадками и защитными стенами. Массивные стены городов долины Инда, скорее всего, защищали жителей от наводнений и, возможно, от вторжений. Интересно и то, что нет никаких убедительных доказательств наличия дворцов или храмов. Некоторые исследователи полагают приоритетность равенства для всех жителей, хотя для этих целей, а также для пиршеств и церемоний, могли служить крепости. Частные дома были ориентированы на центральную площадь со входом с улицы, который закрывал вид на внутреннюю часть дома. Группа домов была связана с одним или несколькими колодцами. В Мохенджо-Даро было идентифицировано около 700 колодцев. Такая модель городов свидетельствует о целенаправленном градостроительстве, а не о разросшихся деревнях. В городах и небольших поселениях также были тщательно продуманные и ухоженные дренажные системы. Колодцы и места для купания были облицованы кирпичами, а небольшие стоки отводили воду от колодцев и жилых помещений в более крупные уличные стоки. Уличные водостоки были оборудованы отстойниками, а на улицах были емкости для твердых отходов, которые предположительно вывозились за пределы поселений. В городах Хараппа и Мохенджо-Даро почти в каждом доме были сливные туалеты, подключенные к сложной системе канализации. Крупные общественные структуры, такие как зернохранилище или большой бассейн Мохенджо-Даро, имели свободный доступ из разных частей города. Большой бассейн – это крупный водонепроницаемый резервуар, точное назначение которого остается неизвестным. Возможно, он был общественной баней. Экономика. Экономика харабцев в основном строилась на сельском хозяйстве, животноводстве и торговле с сетями обмена и распределения сырья, как в пределах, так и за пределами существующей цивилизации. Сельское хозяйство. Используя методику, схожую с той, которая была в Мехргархе, но на 2000 лет раньше, с использованием орошаемого сельского хозяйства, контролируя наводнение, они разработали сложную систему управления водными ресурсами. Как, к примеру, в Тхолавире для этого использовалась сеть плотин, каналов и водохранилищ. Несмотря на то, что многие поселения были расположены в полузасушливых районах с основными осадками зимой, их достаток основывался на выращивании пшеницы и ячменя. Зерновые, вместе с нутом, горчицей и горохом, были главными продуктами харабцев. Также в долине Инда выращивали рис, финики, дыни, зеленые овощи, в основном бобовые культуры, и хлопок. Харабцы практиковали двойные посевы и собирали 2 урожая в год. Летом риса, проса и бобовых, а зимой пшеницы и ячменя. Рыбалка и охота дополняли рацион. Производство. В инской цивилизации бурно развивалось производство на различных объектах с использованием талькохлорита, слоновой кости, морских раковин, лазурита, сердолика, золота и серебра, а также глазурованные изделия из толченого кварца, так называемый египетский фаянс. Стоит отметить, что при производстве такого фаянса
требуются более высокие температуры для обжига. Думаю, многие позже поймут, к чему я акцентирую внимание на температуре. Ремесленники изготавливали предметы обихода, керамику и инструменты, а также печати и личные украшения, браслеты, бусы и подвески для элитных рынков и внутренней торговли между городами. Эти ремесла рассматриваются как производящие стандартизированные предметы, которые распространялись по всему региону Инда. Ремесла были разделены по регионам, как, к примеру, Шартугай – центр добычи и переработки лазурита, Найджшвара в провинции Кадч-Гуджара – рабочая площадка по обработке раковин. Были и крупные производственные центры, как Чанхударо, где было много групп ремесленников, производящих предметы высокого статуса, таких как печати, длинные сердоликовые бусы и предметы из меди. Стоит отметить, что хоть обычно харабскую цивилизацию называют цивилизацией бронзового века, в большинстве своем жители производили медные предметы. Только 30% из 177 медных артефактов из Хараппы и Мохенджо-Даро указывают на сплавы с оловом, мышляком, никелем и свинцом, из которых олово было наиболее распространенным. Но пока количество изученных бронзовых артефактов варьируется от 1 до 12%. Стандартизация ремесел указывает либо на централизованный контроль со стороны органов управления, либо на результат консервативной идеологии. Харабская цивилизация также славилась своей керамикой, выполненной из хорошо измельченного материала без примесей, с разнообразными узорами. Но основная часть керамики для повседневного использования была довольно проста. Терракотовые фигурки людей и животных также были важной частью культуры харабцев, наряду с бисером. Медно-бронзовая металлургия. Использование меди и бронзы для придания формы инструментам, сосудам и украшениям было характерной чертой харабцев. Большинство найденных артефактов – это инструменты повседневного использования, такие как топоры, тесла, ножи, рыболовные крючки, зубила, горшки, чаши и предметы личного пользования, такие как ювелирные изделия в виде браслетов и диадем из бисера. Примечательно и то, что было найдено относительно небольшое количество оружия. Хотя технология изготовления этих предметов весьма продвинута, однако в большинстве своем были найдены упрощенные и скромные изделия, вероятно, очень типичные для харабской идеологии. Интересно, что большинство медных артефактов было обнаружено в крупных и экономически развитых поселениях по сравнению с небольшими сельскохозяйственными поселками, что указывает на то, что они не так широко использовались и могли быть символом богатства и статуса. Большинство медных артефактов, включая украшения и сосуды, были найдены в неклассическом контексте, который включает погребение. Источник этой меди еще не идентифицирован, но шахты Кхетри-Нагар в пределах горного хребта Аравали являются наиболее правдоподобным вариантом. Некоторые ученые также считают, что медные рудники на юго-западе Афганистана могли послужить источником этого металла, поскольку харабцы имели торговые отношения с провинцией Гельменд этого региона. Оман на юго-востоке Аравийского полуострова с артефактами из долины Инда в краткосрочной перспективе также является кандидатом на источник меди харабцев. Производство медно-бронзовых объектов включает в себя 2-3 этапа производства. Первым и главным является получение металла из руды путем плавки, для которого на данный момент нет прямых доказательств в виде шлака и запасов руды в поселениях или на шахтах Кхетри, предполагаемом источнике меди долины Инда. Хотя все это могли использовать жители этих территорий уже после падения цивилизации, как и кирпичи с развалин городов. Методики определения источников металлов в настоящее время достаточно развиты, поэтому ответы на вопросы – лишь дело времени. Это может также пролить свет на определение местонахождения Мелухи, упоминаемой в шумерских текстах,
как торгового партнера, которую некоторые исследователи идентифицируют с долиной Инда. Анализ медных артефактов свидетельствует о том, что харапцы были осведомлены о процессе отливки изделий методом технологии закрытого литья или потерянного воска, который еще называют литьем по выплавляемым моделям, когда из более легкоплавкого материала создается форма для последующей заливки металлом, как танцующая девушка и управляемая повозка. Были также обнаружены и бракованные изделия по типу топоров и зубил, отлитых по этой технологии, но с порами и пустотами, что сделало их непригодными для использования. А наличие других таких же объектов, изготовленных при помощи открытых литейных форм, с медленным и контролируемым охлаждением литого металла, указывает на метод проб и ошибок у мастеров того периода. Многие объекты харапцев были кованными, с использованием силы удара по горячему, но не расплавленному или холодному металлу. Ковка помогает формировать и укреплять объекты и, следовательно, является важным аспектом изготовления режущих и рубящих инструментов повседневного и промышленного использования, которые были наиболее распространены среди находок. К примеру, из 521 объекта из Чан-Худару 64% это инструменты, 26% декоративные изделия, 7% сосуды, а 3% различные мелкие предметы. Помимо меди, харапцы работали с золотом, серебром и свинцом, как это видно из находок. Раковины. Гуджарат был одним из основных центров производства изделий из раковин брюхоногих моллюсков Турбинелла пирум, которые резали и обрабатывали с использованием бронзовых пил и инструментов. Нейтшвар, Багасара, Кантесси и другие участки были идентифицированы как важные рабочие центры для заготовки сырья и обработки готовых изделий, таких как браслеты, бусы, декоративные мозаики, ложки, ковши и других. Камень. Различные виды камня обрабатывались в инской цивилизации для разных целей, от инструментов, изготовленных из кремнистого сланца и халцедона, печати из талькохлорита, до предметов личного пользования, таких как украшения. Некоторые из них были связаны не только с местным использованием, но и с внешней торговлей. Как, к примеру, на королевском кладбище города Ур, одного из древнейших шумерских городов, юг современного Ирака, были найдены харапские бусы из сердолика. Также исследователи отмечают некоторое равнодушие жителей долины Инда к некоторым полудрагоценным минералам, таким как лазурит и бирюза. Арфоподобные инструменты, изображенные на печатях и объектах из раковин у харапцев, найденных в Ладхале, указывают на использование струнных музыкальных инструментов. Они также изготавливали различные игрушки и элементы для игр, как, к примеру, кости из Мохенджо-Даро. Терракотовые фигурки включали коров, медведей, обезьян и собак. Животные, изображенные на некоторых печатях, не были четко идентифицированы. Часть быка, часть зебры, еще и с рогами. Также недостаточно доказательств для утверждения о том, что изображения имели религиозное или культовое значение. Торговля. Свидетельствами для торговли, или если говорить точнее обмена, являются прежде всего находки из сырья из разных регионов, включая морские раковины, агат, сердолик, лазурит, бирюзу, кварц других цветов, яшму, серпентин, талькохлорид и медь. Товары транспортировались, вероятно, при помощи носильщиков на спинах овец, ослов, крупного рогатого скота, в том числе и запряженного в тележке. А расположение некоторых крупных поселений было связано и с речным или морским транспортом, как, к примеру, Ладхал, Балакот, Суткаган-Дор и другие. В Ладхале, у Кимбейского залива, об этом также свидетельствуют углубленные каналы и причалы. Морская торговля стала возможной с развитием деревянных плавсредств,
оборудованных одной центральной мачтой, поддерживающей паруса из сплетенных камышей или ткани. Данные из Месопотамии указывают на то, что харабцы экспортировали древесину, раковины, слоновую кость, золото, сердоликовые бусы, лазурит, а также хлопок, шелк, текстиль и продукты питания. Хотя по шелку есть еще много вопросов. Большая часть этой торговли была бы направлена через побережье Гуджарата из-за его стратегического расположения в дельте реки Инд. Другие найденные товары свидетельствуют о том, что золото было из Южной Индии или Афганистана, серебро и медь из Омана или Раджастана, лазурит из Афганистана, а бирюза из Ирана и Афганистана. Некоторые исследователи считают, что торговля существовала также между Египтом и долиной Инда на основе двух терракотовых мумий из Ладхала. Также считается, что синяя краска, получаемая из индигоферы красильной, которую использовали египтяне, была из Индии, доказательства чего были найдены в Родже. Хотя ранние периоды около 4300-3200 годов до нашей эры указывают на сходство керамики с территориями на юге современной Туркмении и севере Ирана, интенсивная торговля с западными ближними и дальними соседями начала развиваться около 2300-2200 годов до нашей эры, в тот период, когда харабцы создавали небольшие промышленные центры в регионах Инда для продвижения торговли. Наличие системы однородных мер и весов с оттисками печатей также указывает на хорошо развитую и структурированную систему торговли с методами контроля и распределения. Однако к 1900 году до нашей эры торговля с Месопотамией начала снижаться, и к 1700 году до нашей эры она полностью исчезла, что указывает на снижение излишков и запасов продукции в харабской цивилизации позднего периода. Распространенные, но пока не расшифрованные расписки и квитанции, вероятно, также были неотъемлемой частью торговой сети. Топливо. Древние цивилизации в значительной степени зависели от природных топливных ресурсов для широкого спектра видов деятельности. На вершине развития населения цивилизации Инда 2600-1900 года до нашей эры практиковала широкий круг ремесел, многие из которых были связаны с высокоспециализированным управлением огнем. Вследствие уменьшения осадков в Южной Азии с 2100 года до нашей эры эта деятельность потенциально оказывала давление на природную базу ресурсов. Комбинированный анализ археоботанических и археологических останков, опубликованный в марте 2018 года, позволил оценить механизмы, с помощью которых люди эксплуатировали древесину и расширяли ассортимент топливных ресурсов для адаптации к засушливым и полузасушливым условиям, в которых они жили. 4 тематических исследования в разных засушливых и полузасушливых областях – Хараппа, Пакистан, Аламгерпур, Утар-Прадеш, Индия, Канмер или Бакар-Кот и Шакарпур, Гуджрат, Индия – позволили оценить уровень адаптивности. Кроме того, эти 4 объекта представляют собой различные типы поселений, которые социально-экономически отличаются. От большого городского центра Хараппы до небольшой деревни Аламгерпур, которая расположена на восточной границе района, занятого населением харабской цивилизации. Что касается типов используемого топлива, то на 3 участках Хараппа, Канмер и Шакарпур древесина использовалась наряду с альтернативными видами топлива, такими как навоз и, возможно, остатки сельскохозяйственных культур. А небольшая деревня Аламгерпур демонстрирует другую ситуацию. Здесь наиболее часто используемым видом топлива была не древесина, а тростник. Религия. В отличие от египетской и месопотамской цивилизаций, в долине Инда нет монументальных дворцов и огромных погребальных комплексов. Хотя, судя по раскопкам в городах, общество обладало необходимыми инженерными навыками и знаниями. Вероятно,
Для харапсов канализация была важнее громадных усыпальниц. Это может свидетельствовать о том, что религиозные обряды, если, конечно, таковые имелись, могли быть ограничены отдельными домами, небольшими храмами или проводились под открытым небом. На данный момент считается, что только Великая баня или большой бассейн Мохенджо-Даро размером примерно 12 на 7 метров с максимальной глубиной 2,5 метра мог использоваться как место для ритуальной очистки, хотя никто не исключает возможность использования резервуара в качестве общественной бани для гостей города и торговцев. Религиозные и светские действия являются неделимыми понятиями как в древнем, так и в современном обществе. Их часто можно встретить в религиозной символике современного индийского субконтинента. Даже сегодня некоторые инструменты и игрушки, используемые в светской форме, приобретают ритуальный статус при смене контекста. Некоторые объекты и символы харапсов были интерпретированы как религиозные убеждения и практики, включая печати рогатых божеств, статуэтки матери-богини и жертвенных алтарей. В Мохенджо-Даро были обнаружены печати, изображающие фигуру, стоящую на голове, а другую сидящую скрестив ноги в так называемой позе йоги. Эта фигура, иногда называемая Пашупати, эпитет Шивы, была по-разному идентифицирована. Если предположение подтвердится, то это будет доказательством того, что некоторые аспекты индуизма предшествуют самым ранним текстам Ведам. Однако в целом все попытки сопоставить эти объекты и символы с индийской мифологией и религией или современными религиями Месопотамии потерпели неудачу из-за отсутствия расшифрованного текста. Погребение. Вопреки ожиданиям, что кладбища будут расположены в окрестностях городов, в харапской цивилизации они не были представлены в достаточном количестве. Как в Мохенджо-Даро, оно вообще не найдено, помимо 43 рассеянных скелетных останков в районе города и нескольких изолированных могил и скелетов на строительных объектах за пределами города. Из 5 мегаполисов долины Инда крупное кладбище площадью около гектара было обнаружено у города Хараппа. Многие объекты еще не были раскопаны, как, к примеру, в городе Генеревала, одного из крупных городов цивилизации, поскольку он расположен у индийско-пакистанской границы. А в городе Дхалавира было обнаружено крупное по площади кладбище, но до сих пор было раскопано лишь несколько могил. Однако работа не стоит на месте, и за последние годы было раскопано около 280 захоронений с уникальными погребениями. Также есть отчеты о захоронениях в Ладхале, Калибангане и Фармане. Все, что на данный момент известно, это то, что кладбища харапского периода строились на периферии населенных пунктов. Большинство могил включало только одного человека, а тела располагались на спине в полностью выпрямленном положении, головой на север. В могилах у изголовья были оставлены глиняные горшки различных видов, иногда с наполнением. В целом, люди на обширных территориях северо-западных районов Южной Азии могли иметь схожие методы погребения в зрелый период харапской культуры. Это можно также наблюдать на примере кладбища Ракхи-Гархи, результаты трехлетних исследований которого были опубликованы в феврале 2018 года. Как и другие кладбища в бассейне сезонной реки Хагар, кладбище Ракхи-Гархи является представителем зрелого периода харапской цивилизации, датированного в 2500-2000 лет до нашей эры. В целом, в захоронениях долины Инда исследователи выявили различные типы ритуальных практик, от первичных и частичных захоронений до кремаций, с некоторыми признаками статуса. Политика. Археологические записи не дают четких ответов о структуре власти и правителях цивилизации долины Инда. Однако есть признаки принятия и реализации сложных решений. Например, большинство городов были построены в очень однородной и хорошо спланированной сетке, предполагая,
что они были запланированы центральным органом. Необычайное единообразие артефактов харапсов, включая стиль керамики, печати, весов и мер, а также стандартизированных кирпичей и создание поселений вблизи источников сырья, также указывает на некую систему планирования. Возможно, что не существовало единого правителя, и каждый крупный регион обладал отдельными органами власти, сотрудничающими между собой, а некоторые исследователи даже усмотрели признаки демократии без правителей, хотя признаки разного благосостояния жителей присутствуют. Вопросы политического устройства могут быть решены после расшифровки текстов. Язык. Горожане долины Инда отличаются от своих предшественников и преемников на основе специфической письменности, которая использовалась для идентификации собственности на товары или описания экономических операций, включая учет социально-политических или ритуальных событий. Истоки этой системы письма не ясны и до сих пор не были расшифрованы из-за отсутствия одного и того же текста, написанного на двух языках, один из которых расшифрован. К тому же, многие надписи очень короткие, обычно всего около 5 отдельных символов. Однако, это не ограничивает академические дебаты, и лингвисты предлагают сходство с протодравидийским или индоарийскими языками, без какого-либо консенсуса или доказательств. Поэтому если в книгах или рассказах приводят в качестве доказательств якобы расшифрованные надписи на храмах Мохенджо-Даро, к примеру, можно сразу делать выводы о правдивости этих сочинений. Сейчас принято считать, что письмо было справа налево, и чаще всего встречается на пломбах из печатей, сделанных из резных и обожженных, талькохлоритовых, глиняных или фаянсовых дощечках, и многочисленных инструментах и украшениях с нарезкой. Также часто встречается на керамике, до или после обжига, на глиняной посуде, а также на терракотовых брикетах и конусах неизвестного назначения. Тексты или символы, независимо от их понимания современными учеными, представляют собой общую веру и идеологию, которая была распределена на большой площади, что, несомненно, является ключевым фактором интеграции городского и сельского населения, проживающего в различных экологических условиях. Генетика. Судя по немногочисленным данным ДНК-анализов, у харапсов преобладала гаплогруппа L, Y хромосомы, которая хорошо коррелируется с цивилизацией Инда, в частности LM20. Также, по данным недавних анализов ДНК останков с кладбища Ракхи-Гархи, у харапсов не обнаружено гаплогруппы R1A, возможно потому, что эта гаплогруппа распространилась в регионе уже после падения цивилизации. Около 6,75 тысяч лет назад фермеры из Ирана смешивались с охотниками и собирателями из Южной Азии. Эти комбинации были обнаружены у останков людей в древних захоронениях Ирана и Туркменистана, а по данным ученых, эти жители контактировали с цивилизацией долины Инда. Эта древняя смесь иранских фермеров и южноазиатских охотников-собирателей прослеживается по всей Южной Азии, потому как часть представителей цивилизации долины Инда после ее упадка переместились на юг, смешиваясь с уже проживавшими там народами. Результаты этих смешений в настоящее время прослеживаются у носителей дравидийской семьи языков, таких как тамильский и каннада, а также эти связи больше замечены у групп из низших каст Индии. А вот пастухи из Евразийской степи, которые мигрировали в северную часть индийского субконтинента и смешивались с представителями цивилизации долины Инда, образовали популяцию северной части Индии. Современные жители, принадлежащие к высшим кастам и говорящие на индоевропейских языках, таких как хинди и урду, несут в себе больше родословной этой северной популяции. На эти темы не прекращаются споры, поэтому новые исследования должны предоставить больше информации. Падение цивилизации.
Вопреки теориям от любителей мгновенных и загадочных крушений цивилизаций и утверждениям в популярных книгах, цивилизация долины Инда не исчезла внезапно. К тому же, многие элементы цивилизации появляются в более поздних культурах. Культура кладбища Аш может быть также проявлением позднего харабского периода на большой площади в районе Пенджаба, Харьяна и на западе Утар-Прадеша, в основном в небольших сельских поселениях до 900 года до нашей эры. Культура серой расписной керамики также проявляет признаки преемственности. В целом, если собрать воедино последние исследования, связанные с вопросами оставления городов и падением цивилизации, можно определить, что основная причина связана с изменением климата, а другие причины являлись уже следствием. Немаловажную роль сыграла и тектоника. Хотя стоит отметить, что строительство городов у цивилизации долины Инда началось уже в период постепенного ухудшения климатических условий, но на начальных этапах харабцы успешно справлялись с этим. Засуха 2200 года до нашей эры коснулась не только цивилизации Инда, но и более обширных территорий планеты. Под ее воздействие попал Египет, Месопотамия с государством Аккад, культура Ляньчжу в дельте реки Янцзы Китая и даже Северная Америка. Исторически сложилось так, что даже относительно незначительные климатические или экологические изменения приводили к увеличению уровня насилия, голоду, эпидемиям и демографическим изменениям в популяциях людей. Подобную картину можно наблюдать и в городах долины Инда. Большинство поселений харабцев выросло в поймах речных систем, в том числе Инда, и ныне сезонной реки Хагар, и высохших ее притоков, включая и Хакре. Когда начали пересыхать реки, уже не было возможности накапливать излишки продовольствия для успешных торговых отношений и процветания, еще и при условии роста численности населения в городах до 2000 года до нашей эры, которым также хотелось есть. Однако при уменьшении урожая его производители не спешили обменивать его на новые инструменты и тем более украшения в городах. У соседей были тоже проблемы, и торговые связи ослабевали. Столетия гидроэкологического стресса, агроэкономические проблемы и тектоника, а также все более частые перерывы в обменной сети и падение уровня жизни в городах привели к массовой депопуляции, примерно в 1900 году до нашей эры. Люди из городов уходили ближе к Гималаям и на другие территории, где можно было выращивать урожай, а люди, которые остались, страдали от увеличения частоты межличностного насилия и инфекций в условиях децентрализации и потери контроля над населением. Раскопки кладбища в Хараппе выявили у захороненных признаки инфекции гайморовых пазух, проказы и туберкулеза, а также были отмечены травмы, связанные с межличностным насилием. Примерно в течение тысячелетия после упадка городов Инда в Южной Азии не развивались крупномасштабные городские центры. Вклад харабской цивилизации во всемирную историю. Современных туристов не сильно привлекают участки харабской культуры по причине отсутствия монументальной архитектуры, такой как скульптуры в натуральную величину и очень богатые королевские гробницы, созданные египетскими и месопотамскими цивилизациями. Однако вклад цивилизации долины Инда в историю довольно существенный. Технологически и экономически харабцы были способны создать такую монументальную архитектуру и скульптуры, а имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они получали много богатств от соседей благодаря международной торговле. Эти богатства использовались ими очень практично и разумно для создания городов высокого класса с удобствами для разных социальных слоев населения. Вероятно, они считали, что создание монументальной архитектуры и захоронений может быть пустой тратой времени и истощением ресурсов, поскольку они не приносят пользы обществу. Это также позволило харабцам создать единую культуру на обширной территории.
но эти выводы еще не сформированы без расшифровки письменности. Однако жители долины Инда смогли объединить в себе ряд других культур, в том числе культуры Хакры, Коддиджи, Амри, Соти, Падрианарта и так далее. Многие исследователи считают, что создание империи проходило исключительно мирными средствами, так как не было найдено доказательств наличия крупной армии и большого количества боевого оружия. Харапсам приписывают инновации и внедрение фундаментальных наук и технологий, которые стали источником ряда современных культур в Южной Азии. Большинство технологий и традиций, разработанных этими людьми, настолько актуальны, что местные жители продолжают их использовать в настоящее время, в том числе и в области управления водными ресурсами и сборе урожая. Даже обожженные кирпичи с руин городов, которые позволяли строить более высокие и устойчивые здания, растаскивали современные жители, а дренажам из обожженного кирпича, связанных с купальными платформами и туалетами частных домов, могли позавидовать многие средневековые города Европы и некоторые поселения современной Азии и не только. Возможно, что и Китай не был монополистом в использовании шелка в те времена, потому как анализ шелковой нити из украшений, найденных в Хараппе и Чанхудару, показал, что он из местных бабочек, а не импортированный. Это исследование предлагает новое понимание степени и древности шелководства, однако эти данные обсуждаются уже около 10 лет под пристальным вниманием китайцев. Интересны и инновации харапцев в области торговли и переработки приобретенного сырья, потому как существуют данные, что жители долины Инда продавали готовые изделия тем же людям, у которых они приобретали сырье. Торговля была налажена с Персидским заливом, Месопотамией, Центральной Азией и даже Египтом. Это один из самых ранних примеров, где было продемонстрировано, что торговля может быть важным инструментом развития культуры и общества. А некоторые даже приводят параллели между стратегией харапцев и стратегией Японии после Второй мировой войны. Но все это – обобщение тех знаний, которые присутствуют на данный момент. Отдельные элементы и направления находятся на стадии изучения. А учитывая, как много еще предстоит работы археологам, лингвистам и не только, впереди нас ожидают новые данные и открытия. А теперь окунемся в мир фантазий, вымыслов и откровенных фальсификаций. Мифы и фальсификации. Хоть и существуют разоблачительные тексты на эту тему, они настолько непопулярны, что их трудно найти, потому как лживые новости более интересны и разносятся по интернету как горячие пирожки, а миллионы поклонников палеоконтакта и величия древних живут в какой-то параллельной реальности и обвиняют в заговоре ученых, что они что-то там скрывают. Казалось бы, невежество безобидно, и кроме оскорблений дело дальше не идет. Но не все так просто. Иногда все же дело доходит до более радикальных действий, даже на уровне государств, с переписыванием истории и вспышками вооруженных конфликтов. Первая половина 20 века тому пример, но и современные события не радуют. Но не будем о плохом. Приведу основные моменты в сжатой форме, которые наиболее распространены и резко контрастируют с реальностью. Сразу стоит отметить, что вся лжетеория представляет собой переводы с цитатами обрывков санскрита на русский, английский, французский и обратно на русский. Подобные идеи всячески поддерживаются и распространяются такими деятелями в кавычках, как Эрих фон Деникен и Майкл Крема, с тиражами книг в десятки миллионов экземпляров. Поэтому их выгода очевидна. На них часто ссылаются и русскоязычные тексты, как на авторитетные источники, и снимают псевдодокументальные фильмы с их участием. Хотя любой может погуглить и узнать, кто это такие. Много ссылок обращены и к книге 1979 года «Атомный взрыв за 2000 лет до нашей эры». Ее авторами являются некие Дэвид Дэвенпорт и Эттори Винчетти, которые в свою очередь ссылаются на Александра Горбовского, как крупного специалиста по взрывчатым веществам СССР.
коим Горбовский, как историк-востоковед, автор научно-художественных книг и фантастических рассказов, никогда не был, а вот о паранормальных явлениях писал. При этом перекручивались даже его повествования в надежде избежать проверки. Почти все подобные повествования ссылаются на тексты из Махабхарты. Это древнеиндийские эпосы, которые были написаны после Вед. Они состоят из более чем 200 тысяч отдельных стихотворных линий. Старейшие сохранившиеся части текста датированы чуть более чем 400 годом до нашей эры, хотя сторонники альтернативной реальности датируют эпос в 12 тысяч лет и часто приводят из него вот такую цитату. Оружие выглядело так, как единственный снаряд, заряженный всей силой Вселенной. Ослепительная колонна дыма и пламени, сверкающая так, как будто 1000 солнц засияла во всем своем великолепии. Гром среди ясного неба. Гигантский посланник смерти, превративший в пепел целую расу, Вришнис и Андхакас. Тела людей были сожжены до неузнаваемости. Волосы и ногти выпадали. Посуда разбилась без удара, а птицы стали белыми. После нескольких часов все продукты питания стали несъедобными. В попытке избежать огня солдаты бросались в воду. Впечатляет, не правда ли? Но такого текста в Махабхарте нет и никогда не было. Как и нет его в переводах на русский, английский и французский языки. Это можно проверить за считанные минуты, благодаря поиску по ключевым фразам. Если в настройках поиска указать сайты, где опубликован эпос целиком. Единственное, что удалось энтузиастам найти в англоязычном переводе, это разрозненные обрывки из разных строк, подогнанных под смысл. А фраза наподобие «1000 солнц засияла во всем своем великолепии» в реальных текстах описывает самого Вишну. Часто в качестве доказательства приводят оплавленные камни, причем везде одни и те же, без контекста, описывая, что они были найдены в эпицентре взрыва, о котором, как водится, знают только сторонники мифов. Однако археологи упоминают лишь печи для обжига керамики и кирпичей. Пользуясь случаем, передаю привет одному из подписчиков, который об обжиге знает довольно много. Также приводятся примеры в виде иллюстрации ударного кратера Ланар в Индии, но он в 1180 километрах от Мохенджо-Даро, судя по карте, и возраст его раньше оценивался в 52 тысячи плюс-минус 6 тысяч лет. А по данным 2010 года, после датировки аргон-аргоновым методом, его возраст составляет 570 тысяч плюс-минус 47 тысяч лет. Не говоря уже о ярко выраженных признаках ударного кратера, а не взрыва или вулкана. Но в статьях о древнем ядерном оружии его уже датировали в 12-50 тысяч лет. И подобные истории блуждают в интернете вот уже 18 лет, постоянно обрастая новыми подробностями. Не говоря о более ранних печатных версиях, которые трудно было проверить. В статьях также упоминаются радиоактивные скелеты и расположение трупов, как в Помпеях. Кто замерял уровень радиации во время раскопок в 20-х годах прошлого века, остается загадкой. Потому как более детальные раскопки на участке были уже в 80-х годах, после публикации цитируемых книг. А в другие годы, в том числе и в 2012-м, во время съемки очередного фильма по мотивам сомнительных книг, никаких признаков радиации не выявлено в Мохенджо-Даро. Невзирая на проведенные Индией испытания ядерного оружия в 1974 году на расстоянии около 400 километров от древнего города. Но не беда, любители мифов, даже незначительное упоминание о находке останков с радиационным фоном, превышающим на 50% норму, есть такие естественные места на планете, на страницах книг превращают проценты в разы. Было больше на 50%, стало больше в 50 раз.
Есть еще и сторонники ужасной резни, без упоминания радиации и ядерных бомб. Их выводы основаны на разрозненных скелетных останках в городе Мохенджо-Даро. Однако случайного положения тел недостаточно для таких выводов. Где сожженные крепости, стрелы, разбитые колесницы, оружие, доспехи и тела нападавших и защитников? А ведь подобных находок не было. Также примечательно и то, что раскопки и описания останков в начале прошлого века производились совсем не так, как в последние десятилетия. Был допущен ряд небрежностей, да и причины смерти тогда не слишком достоверно могли определять. В 80-х годах при исследовании коллекции останков антропологи не обнаружили признаков насильственной смерти, а датировки показали разные даты смерти, что больше свидетельствует о беспорядочной утилизации мертвых, возможно, в последние годы жизни города или позже. Да и несколько десятков останков в некогда 30-тысячном городе не слишком располагают к мысли о вероломном нападении на город. Также нет никаких доказательств внезапного падения города в результате молниеносного события. Помимо вышеизложенного, о виманах из Вайманика Шастры начала 20 века, думаю, и говорить не стоит. Учитывая, что эти тексты с чертежами были получены путем якобы самопроизвольного письма в бессознательном состоянии пишущего с 1900 по 1922 год под лозунгом «Просто поверь». Также попадались на глаза разоблачительные англоязычные тексты, в которых разоблачение мифов о Мохенджо-Даро и теорий заговора перерастали в новые теории заговора, но уже с мнением, что все это придумали в СССР в качестве пропаганды для поднятия националистических идей в Индии 60-х годов в борьбе с США за сферы влияния в Азии. Я думаю, что зрители и читатели поймут, что трудно в сжатом виде описать и объяснить все тексты и интерпретации, которые видоизменялись и переписывались десятилетиями, но основные аспекты и доводы я постарался озвучить. Так что же ученые, как они реагируют на мистификации? А они просто продолжают работать и открывать новые горизонты, заполняя пробелы в знаниях. Потому как нет смысла бегать сломя голову и доказывать, что нет коровы на Марсе, образно говоря. Те, кто в нее верит, будут искать любые доводы против ученых, включая мнения случайных прохожих и дилетантов. Они же куда весомее, чем мнение людей, посвятивших многие годы исследованиям. Но те, кто сомневается, обязательно докопаются до истины, если возникнет такое желание, помимо информационной зависимости. Видео получилось немного не в формате, довольно продолжительным и с большой задержкой. Но если понравилось, напишите в комментариях. А я на этом не прощаюсь. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.